Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить мгновенное, очень простое, но очень вкусное рассыпчатое пирожное или печенье. Готовить будем с малиновым вареньем, и на вкус это печенье напоминает знаменитая пирожная корзинка, только без крема. Все ингредиенты вы сейчас видите на экране, они также есть в описании под видео, и давайте готовить. По рецепту нам здесь понадобится 230 грамм размягченного сливочного масла. В принципе, масло можно брать любой жирности. Всыпаем сюда 60 грамм сахара, также сюда всыпаем 50 грамм сахарной пудры. Добавим 1 чайную ложечку ванили, у меня такая ваниль в порошке. Сюда же добавляем немного соли, у меня здесь 1/4 чайной ложки, и всю эту массу нужно будет хорошенечко перемешать. Я включаю самый низкий оборот миксера и просто перемешиваю до объединения всех ингредиентов и до растворения сахара. Как я уже сказала, это пирожное или печенье готовится очень быстро, поэтому я свою духовку уже поставила на разогрев. Гореть будем ее до 180 градусов по Цельсию или 350 по Фаренгейту. Теперь сюда же в масло и во все остальные ингредиенты добавляем муку. Общее количество муки 415 грамм. И все снова перемешиваем. Нам не нужно делать из этого теста, делаем просто вот такую крошку. В зависимости от качества вашего масла у вас может получиться либо мелкая крошка, либо более крупная мягкая крошка. И такая крошка подойдет. Я пройдусь лопаткой по донышку чашки и посмотрю, хорошенько ли промешалось и нет ли непромесов. Все, у меня хорошо перемешалось, получилась вот такая крошка, буквально занимает несколько минут. Я сейчас подготовила форму, у меня это форма для маффинов. Я буду использовать две формы, вам показываю одну здесь форма на 12 штучек. Промазываю их растительным маслом. Теперь нам нужно немного отложить крошки для обсыпки печенья. Печенек будет 24 штуки, поэтому откладываю 24 чайные ложки. Ну и теперь сформируем печенье. В каждую формочку для маффина я положу 3 столовые ложки крошки. У меня это ложка для мороженого, в нее помещается ровно 3 столовые ложки. Раскладываем всю массу по отверстиям. Как я уже сказала, у меня будет две формы, одну вы не видите, одна осталась за кадром. И берем небольшую рюмочку и утрамбовываем крошку, формируем такую корзинку. Аккуратненько проходимся, здесь главное не трамбовать очень сильно, чтобы крошка не получилась совсем плотной, иначе печенья будут слишком твердые. Для начинки для этого печенья нам понадобится также варенье, одна небольшая баночка. На мой взгляд и на мой вкус лучше всего сюда подходит малиновое варенье, но это в принципе дело вкуса. Главное, чтобы варенье держало форму и не было слишком жидким. Каждую чашечку в каждую печеньку я раскладываю по 1 чайной ложке варенья. И продолжаем со всеми печеньками. Если нужно, варенье может немножко распределить ложкой по необходимости, если оно само не растекается, чтобы заполнить всю формочку и корзинка была полной и одинаковой со всех сторон. И сверху присыпаем оставшейся крошкой. Крошки также уходит примерно по 1 чайной ложке на каждую печеньку. Присыпаем все это сверху, проходимся по всем печенькам. Как я сказала, их будет 24 штуки, поэтому я сначала ставлю один противень выпекаться, и выпекались мои печеньки 22 минуты. Здесь есть небольшая разница. В силиконовой форме печеньки выпекаются где-то 22 минуты, а вот в металлической форме, вторая форма у меня металлическая, они выпекались немножко поменьше. За печеньками нужно следить, и они готовы тогда, когда край начал только покрываться золотистым цветом. Посмотрите, какие красивые они получаются. Это печенье сразу после выпечки слишком хрупкое, слишком мягкое, вы его не трогаете, ему нужно дать полностью остыть в форме. Как только в форме оно остыло, его можно аккуратно вынуть из этой формы. В силиконовой форме хорошо отскакивает печенье, можно просто нажать на донышко каждой формы и печенька выскакивает. Но можно также воспользоваться и специальными бумажными формами для кекса и проложить формочку так, чтобы потом печенька хорошо вынималась. Печенье получается хрупкое, очень нежное, песочное, с вкусным приятным малиновым вкусом. И если хотите, сюда, конечно, можно сверху добавить и крем, и получится полностью как корзинка. Пирожная корзинка, всеми любимая. Если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, на все вопросы я отвечаю в комментариях.